источник его происхождения, однако передали научные данные правительству, которое затем использовала информацию из ряда других источников и сформировала окончательный вывод. Из каких еще источников можно получить информацию, которая требует специализированного химического лабораторного исследования? Что, на территории Великобритании помимо Портленд-Даунской лаборатории есть еще какая-то лаборатория? Это что-то новенькое. Ни в Foreign Office, ни в Министерстве внутренних дел нет таких возможностей для исследования, ну, по крайней мере, нам так раньше говорили, что нет, для исследования этого вещества. Так если не смогли установить в Портленд-Даунской лаборатории, откуда это вещество, из каких же других источников британское правительство получило эту информацию и сделало соответствующий вывод. При этом руководитель Портленд-Дауна отказался подтвердить или опровергнуть утверждение о наличии образцов данного вещества в лаборатории, заявив лишь, что ничего подобного не могло исходить из нашей лаборатории или покинуть стены нашего учреждения. Такая, знаете, формулировка. Так производили, разрабатывали или не могло покинуть стены. Это разные вещи. Формулировка настолько обтекаема, что она не дает четкого ответа, производили или нет. А вот если производили, только тогда оно не может покинуть стены. Сразу после интервью незамедлительно последовала реакция Foreign Office. Было заявлено, что с самого начала Foreign Office четко дал понять, что эксперты в Портленд-Дауне идентифицировали примененное в Солсбери вещество в качестве боевого нервно-паралитического агента «Новичок». Но это только часть общей картины, основанной на разведданных. Как неоднократно, начиная с 12 марта, заявляла в Палате общин Тереза Мэй, выводы основываются на знании того, что на протяжении последних 10 лет Россия изучала пути доставки нервно-паралитических веществ, возможно, для политических убийств, а также в рамках данной программы производил и накапливал небольшое количество вещества. Конец цитаты по Foreign Office. При этом был снова озвучен тезис, что с учетом некого послужного списка России нет другого правдоподобного объяснения случившемуся в Солсбери, кроме ответственности Москвы за этот дерзкий акт. Как вам вообще правовая основа? Это мы не знаем, кто сделал. Но так как мы не знаем, кто это сделал, и у нас нет доказательств, что это сделал кто-либо вообще, мы делаем вывод, что это сделала Россия. Это в каком-то таком международном праве, может быть, национальном праве, есть какая-то новая голова о подобного рода обвинениях, которые основаны даже не на подозрениях, а просто на том основании, что других логических объяснений нет. Почему Foreign Office так поспешил озвучить свою официальную позицию сразу после интервью руководителя Портленд-Даунской лаборатории, становится понятно из статьи бывшего посла Великобритании в Узбекистане Морея от 16 марта, то есть до объявления о вовлечении экспертов УЗХО, где со ссылкой на знакомых автора Foreign Office говорится о трениях между Foreign Office и лабораторией в Портленд-Дауне. Мы не знаем, правдива ли эта информация, как мы не знаем, правдиво ли вообще что писали британские средства массовой информации. Но раз мы их цитируем, раз мы цитируем британские СМИ, почему бы нам не процитировать и господина Морея? Так вот, по его данным, якобы британский МИД жестко требовал от лаборатории констатации факта российского происхождения примененного вещества, но удалось в итоге сторговаться на формулировке «вещество, разработанное в России типа такого-то». Дальше идем. 6 апреля британцы делают очередной вброс в средства массовой информации и со ссылкой на представителей спецслужб и источники в правительстве заявляют, что примененное вещество было произведено в секретной лаборатории в Ясенево. Какая географическая точность. Никаких фактов, как всегда, не приводится. Зато 9 апреля в Financial Times выходит интервью
советского химика, который, несмотря на свою антироссийскую заряженность, признает, что стопроцентного подтверждения ответственности России за производство и применение вещества получить невозможно. В отличие от радиоактивных материалов, оно не оставляет следов и не может быть обнаружено обычными методами. Опять же, 0 комментариев от официальных лиц Великобритании. Просто никаких заявлений на этот счет. И вот еще один примечательный факт. Просто к слову. В декабре 2005 года, а потом в январе 2006 года в выпуске номер 49 Вестника медицинской химии Американского химического общества была опубликована статья группы британских ученых, среди которых есть и сотрудники лаборатории в Портленд-Дауне. В ней приводится схожая, опубликованная в книге Мирзаянова, формула органофосфатного вещества. То есть специалисты в этой британской лаборатории могли сами синтезировать этот вид, этот тип еще в 2005 году, получается. Но это все размышления, на которые нас наводят материалы британских средств массовой информации. Совершенно очевидные многочисленные нестыковки в информационных сюжетах, которые ссылаются бесконечно на достоверные источники по этому делу. Вот просто буквально несколько примеров, но это очень важные примеры. Например, вопрос с антидотом. Так он был, его не было. Следующий блок. Он был применен, он не был применен. Вы посмотрите статьи британских СМИ, информацию с агентств. То был, то не был, то его вообще в принципе не существует. Опять же, нет ни одного человека, который с британской стороны может ответственно заявить и сделать разъяснение по этому поводу. А ведь повод-то есть. Помимо самого дела, которое, как нам говорят, нужно обязательно засекретить, потому что это вопрос национальной безопасности, но ведь есть же публикации в СМИ, которые предоставляют каждый день все новые и новые версии. Хотя бы их-то можно прокомментировать. По поводу врачей. Это отдельная тема. Очень много было вбросов по поводу врачей, которые оказывают помощь, и мы не сомневаемся в возможностях британской медицины. Но послушайте, что это за особые врачи, которые работают с боевым отравляющим веществом, то используя антидот, то даже без него. Это же какое-то просто чудо. Опять же утечки. Теперь уже после некого британского закрытого брифинга для спецслужб, он состоялся 6 апреля, так вот, согласно этим данным, которые утекли после этого брифинга, стало известно, что в больнице в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, просто по чистой случайности оказались врачи, прошедшие подготовку по оказанию помощи пострадавшим от химоружия. Просто чудо какое-то. Опять же, идут манипуляции на тему антидота, какой использовался, как использовался и так далее, и так далее. Следующая тема, которая была вброшена, активно обсуждалась в британских СМИ, но мы не знаем ответа на этот вопрос. Так чем они все-таки были отравлены? Было ли это одно вещество? Была ли это группа веществ? Было ли это вещество одного типа? Были ли это разные вещества? Хотелось бы также обратить внимание на заявление руководства районной больницы города Солсбери, куда были госпитализированы изначально Скрипали. Опять же, как нам об этом рассказывают, у нас нет официальных данных, но нам об этом рассказывают. Ни разу прямым текстом ими не было подтверждено, что у пострадавших наблюдались симптомы химического отравления, и что их лечили именно от этого. 16 марта один из докторов больницы в своем письме в «Таймс» сообщил, что из обратившихся за медпомощью 4 марта ни у одного из пациентов не наблюдалось симптомов отравления нервно-паралитическими веществами, и только у 3 пациентов, видимо, это Скрипали и полицейские, наблюдалось серьезное отравление. Опять, если это закрытые данные, почему письмо в «Таймс»? Если это вопрос того, что больница не может по гуманитарным проблемам, по этическим нормам давать информацию, как же врач
пишет письмо о ситуации внутри больницы в средствах массовой информации. Никаких ссылок, опять же, чем они были отравлены, нет. В целом ряде других заявлений представителей больницы упоминалось, что Скрипали и полицейские, дословная цитата, were exposed to nerve agent. По сути, означает, что это может быть все, что угодно. Вот эта формулировка для специалистов является абсолютно слепой. И такая, знаете, отговорка, это ни о чем. Они могли быть, например, поблизости с отравляющим веществом без соприкосновения с ним, а могли подвергнуться атаке с использованием этого вещества. 10 апреля в заявлении главврача больницы снова воспроизводится формула exposed. Приведены стандартные симптомы химотравления, а затем, рассуждая уже о Скрипалях, доктор аккуратно избегал любого употребления слов химической или нервно-паралитической. Встает принципиальный вопрос о симптомах, с которыми Скрипали поступили в больницу, методах лечения, принципах постановки диагноза на применение той или иной схемы врачебного вмешательства. Еще раз говорю, вся эта информация циркулирует, но нет никакой официальной, ни подтверждающей, ни опровергающей информации. Как можно трактовать всю эту историю? Как можно трактовать историю, которая получила продолжение буквально на днях после того, как опять же было заявлено относительно намерений уничтожить все улики, включая непосредственное место жительства Скрипалей? Как можно трактовать то, что так или иначе можно любые нюансы здесь расставлять, можно находить любое прочтение, но так или иначе Скрипали находятся в изоляции. Мы их не видели, мы не знаем, что с ними. Согласно источникам в органах безопасности, дом Скрипаля, а также ресторан Зизи и паб Мил, которые они посещали с дочерью в день отравления, будут снесены. Почему же не обследовать каждый сантиметр этого здания? Скамейка, на которой были обнаружены Скрипали, уже уничтожена. Не успели мы поставить в публичной плоскости вопрос относительно судьбы проживающих в доме Скрипаля домашних животных. И при, так сказать, всей любви к домашним животным это был вопрос отнюдь не связанный с какими-то вопросами охраны животных, природозащиты. Нет, это был вопрос именно по делу Скрипалей, потому что речь идет о возможном использовании химических отравляющих веществ. Так вот, не успели мы публично поставить вопрос о судьбе вот этих самых животных, как в СМИ появились и официальные, и неофициальные заявления на этот счет, которые опять полностью размыли картину произошедшего. Что произошло? Якобы животные оставались в опечатанном доме. Как их могли не заметить, когда дом тщательно осматривали люди в скафандрах? То есть они обнаруживали отравляющее химическое вещество на ручках, а животных при этом не заметили. Вы в это верите? Это тем более странно, что информация о домашних животных, в том числе многочисленные фотографии, была размещена Скрипалями в социальных сетях, и все знали, что они у них есть, они у них были. В итоге часть этих животных погибли от обезвоживания. Я хотела бы заметить, опять же, по той информации, которая есть, не от отравления высокотоксичными веществами, а от обезвоживания. Другое животное находилось в стрессе, и его были вынуждены усыпить. Как так может получаться, чтобы вся информация, которая подается, она вся абсурдна. Она вызывает лишь еще больше вопросов, но на них никто не собирается отвечать. Якобы было еще одно животное, но оно не было вообще обнаружено ни до, ни после, ни во время. А может быть, животные все-таки были найдены? А может быть, они действительно были найдены во время обыска?
А что тогда с ними стало и куда их отвезли? Вряд ли в МИД Великобритании. Хотя там котов любят. Скорее всего, в Портендаун. А что произошло с ними там? На эти вопросы даже никто и не ставит в Великобритании, что самое примечательное. Все смеются, смешно, рисуют картинки, обсуждают. Но на те самые вопросы, которые ставит любой человек с логическим мышлением, ответов нет. Примечательно, что, опять же, из средств массовой информации мы узнаем, что ветеринар, который много лет обслуживал животных Скрипаля, сообщил, что у него есть информация, что животные были вывезены в Портендаун сразу после осмотра дома. На сегодняшний момент и животных нет, и дом тоже скоро прекратит свое существование, как и скамейка. И хотел бы еще раз обратить внимание, задержка с публикацией информации о животных и подтверждение того, что они погибли от обезвоживания или были просто уничтожены. Я хотела напомнить, что эта информация была скрыта именно британскими СМИ, она была доступна BBC, но они ее не опубликовали. Это еще одно косвенное подтверждение тому, что улики пытаются скрыть и максимально сделать все для того, чтобы запутать всю историю просто от начала до конца. По поводу родственников. Как вы знаете, 6 апреля Великобритания отказала ближайшей родственнице Скрипаля Виктории в выдаче визы. Как странно это все происходило. Не было заявления, единого заявления относительно причин, относительно формы отказа, относительно того, может ли она подать еще одно заявление или ей окончательно отказано. Каждое ведомство на территории Великобритании давало свою версию. Кто-то через утечки, кто-то в доверительном разговоре с журналистами, кто-то переадресовывая другому ведомству этот вопрос. А что тут такого странного? Не хотите выдавать визу? Нет на то желания. Нет. Не укладывается это вопрос национальной безопасности. Так скажите об этом. Ничего подобного. Опять миллион версий. Миллион версий. Мы прекрасно понимаем, что за формальной отпиской относительно причин невыдачи визы стоят вполне конкретные политические соображения. Еще раз подчеркиваю, до сих пор никакого контакта с внешним миром у Скрипалей не было. В нарушение норм международного права мы так и не смогли до сих пор получить консульский доступ к российской гражданке. Как сообщает Sunday Times и ряд других газет, Скрипалям будет предложено, это еще одна тема, которая была вброшена, предложено, приказано поменять имена и переехать на ПМЖ в одну из стран-членов так называемого западного пятистороннего разведальянса. А 11 апреля стало известно, что Юлия Скрипаль была переведена в госпиталь на военной базе. Это же какой-то страшный микс из того, что постоянно вбрасывается и муссируется. Для чего это все делается? Ответ очень простой. Для того, чтобы постоянно поддерживать тему на плаву, но при этом не отвечать на вопросы по факту, по сути дела. В тот же день Скотланд-Ярд от имени Юлии Скрипаль публикует некое заявление, в котором сообщается, что она не хочет общаться со средствами массовой информации. Просит свою сестру Викторию не приезжать в Лондон. А можно тогда задать вопрос? Почему тогда отказали в визе Виктории Скрипаль, не мотивируя это нежеланием ее сестры видеть Викторию в Великобритании? Интересно, да? А также не желает вступать во взаимодействие с российским посольством. Конечно, хотелось бы удостовериться, что это действительно заявление Юлии Скрипаль. Сомнения на этот счет после всего того ада, который творится в средствах массовой информации Великобритании и в заявлениях британских политиков, у нас имеются. Как уже отмечалось в официальном комментарии российского посольства Великобритании на этот счет, текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления именно британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром. Удивляет тезис о неком доступе к друзьям и семье. Ведь никто из цитируемых в российской и британской прессе друзей и родственников Скрипалей таких контактов не поддерживает.
Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней мать Сергея Викторовича, у пострадавших нет. С какой семьей тогда общается Юля? И уж тем более странно выглядит тезис, что никто не говорит от моего имени. Знаете, если раньше это начиналось как детектив, то теперь это становится на наших глазах просто триллером. Мы прекрасно понимаем, что в Скотланд-Ярде работают настоящие профессионалы. Они неоднократно доказывали и Великобритании, и всему миру свой профессиональный уровень. Но как не задаться вопросом, а почему письмо девушки публикуется именно Скотланд-Ярдом? Честно говоря, последнее развитие событий все больше укрепляет нас в опасениях, что речь идет об изоляции российской гражданки. У нас есть все основания полагать, что речь может идти либо о преднамеренном удержании насильственным российских граждан, либо о возможном их участии насильственном, по факту принуждения ли, в некой инсценировке. Вопросов все больше, ответов нет вообще никаких. Отдельного упоминания заслуживает позиция многих стран, пожелавших солидаризироваться с Великобританией. Их комментарии и умозаключения на этот счет выглядят не только ангажированными, но и попросту непрофессиональными и даже неуклюжими. Например, 8 апреля Daily Express опубликовала примечательную подборку высказываний восточноевропейских политиков, якобы иллюстрирующую факт передачи Лондоном убедительных свидетельств ответственности России за отравление Скрипалей. При этом издание даже не удосужилось проанализировать субстантив этих заявлений, который свидетельствует как раз о том, что ничего по существу так и не было предоставлено этим западным странам. Вот, пожалуйста, замминистра иностранных дел Польши Чехоцкий. Цитата. «В нашем случае глубина предоставленной британцами информации не имела критического значения, так как мы и ранее наблюдали за моделью поведения России». Разве это доказательство того, что были предоставлены какие-то факты? Наоборот, это доказательство того, что любые факты не имеют значения. У Польши уже есть сформированная позиция. Политдиректор МИД Эстонии. Цитата. «Нам не пришлось долго думать, прежде чем поддержать Британию». Вообще всегда хорошо думать. Тем более, когда речь идет о внешнеполитическом ведомстве, тем более, когда речь идет о людях, которые представляют целую страну, тем более, когда идет речь о случае, когда одна страна обвиняет другую страну. Нам не пришлось долго думать. Вот так принимаются все эти решения. Замминистра иностранных дел Чехии. Что касается позиции Великобритании, мы полностью доверяем нашему британскому партнеру. В друзьях не сомневаются. Особенно, когда они говорят фразы типа «highly likely». Но это же просто... Сказать, что это несерьезно, ничего не сказать. Мы ни в коем случае не говорим о том, что друзей не может быть, но речь-то идет о преступлении, речь идет о следствии. И в данном случае это не игра в «верю, не верю». В данном случае на кону судьба людей. Еще раз говорю, людей, которых никто из нас пока еще не видел. И из вас, кстати говоря, тоже. Примечательно, конечно, и вот это самое использование слова «солидарность». Об этом мы уже говорили. У нас, завершая этот блок очень длинный, я хотела бы сказать, что сегодня у нас есть все основания предъявить обвинение официальному Лондону в намеренной дезинформации, пропаганде и манипулировании общественным мнением. Также я хотела бы сказать, что еще раз хочу сказать, что у нас, повторить еще раз, что мы не имеем никакой официальной информации о нахождении
обстоятельствах случившихся со Скрипалями. Мы делаем все для того, чтобы получить эту информацию через внешнеполитическое ведомство Великобритании путем направления дипломатических нот. Публично призывая Великобританию дать информацию, сделать так, чтобы мы могли удостовериться, что российским гражданам ничего не угрожает. Сделать так, чтобы весь мир понял, что эти люди не находятся в заложниках, не участвуют в какой-то страшной манипуляции или игре, что эти люди живы, чтобы они могли сказать что-то от себя, чтобы, наконец, в этой истории появилось хоть что-то, что можно было бы использовать в качестве правдивой информации. Я хотела бы также сказать о том, что мы направили десятки дипломатических нот в Foreign Office. Все они так или иначе посвящены, первое, требованиям предоставления информации о случившемся. Второе, предложениям о совместном сотрудничестве. Третье, предоставление информации о состоянии Скрипалей и доступа к ним. А также мы в этих дипломатических нотах, к сожалению, вынуждены делать ту работу, которую, я должна это сказать, я вынуждена это сказать, не делают журналисты, в том числе британские. Каждую информацию, каждый новый вброс, который появляется, мы просим удостоверить или опровергнуть. К сожалению, опять же, на сегодняшний момент ни один наш запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть новую версию или новые некие данные в СМИ, все это остается просто безответным. Вот, например, несколько примеров. На прошлой неделе в компетентные органы Великобритании был передан запрос Генпрокуратуры России об оказании правовой помощи по уголовному делу по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль. Реакции британской стороны на него пока не последовало. Мы продолжаем настаивать на предоставлении подробной информации о ходе следственных действий, а также разъяснений по поводу достоверности неких всплывающих в СМИ версий случившегося. В частности, посольство России в Лондоне задало Foreign Office вопросы относительно появившихся в британских СМИ сведений, будто нервно-паралитическое вещество было ввезено в страну в виде прозрачного и не имеющего запаха геля и нанесено на ручку входной двери дома Скрипаля некими агентами средь бела дня. Официально обратились также в Foreign Office по поводу публикуемой СМИ информации о намеренном уничтожении англичанами вещественных доказательств. Я их уже перечисляла. Такие действия, безусловно, создают препятствия для независимого и беспристрастного расследования. Мы чувствуем, что пытаются скрыть и уничтожить все улики, связанные с этим делом. Наш посол в Лондоне Александр Яковенко также направил письма директору больницы города Солсбери с просьбой прояснить целый ряд конкретных вопросов, касающихся пребывания Скрипалей в этом лечебном учреждении. И это то место, там, опять же, по заявлениям британской стороны, там оказывалась им помощь. Мы пытались сделать это через Министерство иностранных дел Великобритании. Когда это не получилось, российский посол был вынужден обратиться непосредственно в больницу. Кстати, российский посол также отправил личное послание Юлии Скрипаль. Мы до сих пор не знаем, передали ли его ей. В том заявлении, которое сделала Юля, по крайней мере, которое приписывается Юлии, было опубликовано Скотланд-Ярдом, ничего не сказано о том, получила ли она личное послание российского посла в Великобритании. Мы запросили у британской стороны разъяснения в связи с публикациями о перехвате 2 сообщений, якобы отправленных из Сирии в Россию, которые в Великобритании сразу же связались с делом Скрипалей. Очевидно, что налицо нежелание вообще в принципе предоставлять какую-либо информацию. Теперь о той информации, которая поступила только что по линии ОЗХО. 12 апреля Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия распространил среди государств-членов доклад по итогам проведенного в лицензированных лабораториях анализа проб, отобранных в медицинском учреждении Солсбери и у отца и дочери Скрипалей. Это так было заявлено. В указанном документе подтверждаются выводы относительно состава токсичного вещества, в результате применения которого
которых пострадали 3 человека, включая, судя по всему, и британского полицейского. В соответствии с докладом установлено, что это токсичное вещество было в высокой степени очистки и почти не содержало никаких примесей. Отсутствует какая-либо информация о том, как, у кого, в каких условиях были взяты эти анализы. Такая констатация вызывает у российских экспертов вопросы и, конечно, требует дополнительной детальной проработки, в том числе с британской стороной. Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб. Россия, я еще раз повторяю, готова и открыта к проведению совместной работы. Мы подтверждаем нашу официальную позицию. Россия не примет на веру никаких выводов в отношении дела Скрипаля до тех пор, пока российским экспертам не будет обеспечен доступ к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО и всему объему имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту. Это не вопрос веры. Это вопрос работы с конкретными материалами. Верить тем, кто ссылается на частичные результаты и заявляет от имени кого-то, больше просто невозможно. Мы просто все тонем в потоке дезинформации, которая так или иначе поддерживается официальным Лондоном. Нет никаких оснований полагать, что все это не является продолжением грубой провокации против Российской Федерации со стороны спецслужб Великобритании. Теперь переходим к другим темам.